Сегодня ясная погода, солнечная. И я замерю сегодня, сколько дает солнечная станция киловатт. По часам постараюсь это сделать. В общем, у нас сколько? 10:21, 21 ноября. Сейчас посмотрим, сколько дает нам на инверторе. Пойдем, Азула, посмотрим. Так, вот наш инвертор. Значит, потребление. Я включил теплые полы в бане. И получается у нас потребление сейчас 2 киловатта 680 ватт. А наша станция нам дает 240 вольт, 1 ампер. В общем, 290 ватт дает. Получается, 290 ватт мы получаем от солнечных панелей. Все, что не хватает, мы добираем от коммунальных сетей. Сейчас у нас 10:23 утра. Но через час постараюсь еще снять. Посмотрим, сколько будет давать через час. Мне надо выехать сейчас, поэтому я чуть пораньше сниму. Солнышко вот у нас чуть-чуть поднялось. Время у нас 11:10. Сейчас посмотрим, сколько выдает станция. Так, а станция нам выдает, значит, потребление у нас 2,75, 2,80, ну, 2 киловатта, 800 ватт, 600-800 прыгает. По солнечным панелям выросло 235 вольт, 2 ампера, 618 ватт. Ну, больше, чем в 2 раза выросло за час. Время 11:11. Значит, у нас вот 12:48. Нагрузка вот та же. 2 киловатта 600 ватт. Панель выдает 214 вольт. 4 ампера. 1 киловатт. Ну, 20-30 ватт. До киловатта поднялось. Ну, посмотрим, через час еще снимем, сколько будет. Так, очередная отметка у нас получается. Еще прошел почти час, 50 минут. Ну, сегодня жара, капец просто. Как в Ташкенте, елки. Было бы море, можно было бы купаться. Так, вот подошли к инвертору. По нагрузке что у нас? Нагрузка у нас повысилась до почти 4 киловатт. А панель у нас выдает 7 вольт, 5 ампер, 1 киловатт 120 ватт. Это у нас вот час 35. У нас получается через месяц Новый год, месяца 10 дней. А я вот в шортах. У нас капец этот. Вот, получается, какое у нас число? 21 ноября. А у нас 25 градусов. Вот так вот. Приезжайте в Чимкент, у нас тепло. Так, что нам показывает инвертор? Получается, у нас 3,68 киловатт. 3 киловатта 680 ватт. А получаем мы 1 киловатт 180 ватт. Ну, пока так. Время у нас 14:31. 21 ноября. Время 15:29. Солнышко спряталось за облака. Ну, заодно проверим, сколько дает станция в таких условиях. Так, вот наш инвертор. Смотрим, какая сейчас у нас нагрузка. 3 киловатта 780 ватт. Вольтаж у нас вырос до 233 вольта. Зато ампераж упал до 2 ампер. И упала мощность до 650 ватт. Время 15:30. Вот так вот. Облака нам немножко поднасрали.
Ну, 700, вот, видимо, чуть-чуть выглядывает. 723. Ну, в общем, вот так пока. Так, прошел очередной час. Облака конкретно. Солнце закрыли. Я думаю, что уже, наверное, будет мало что давать нам солнечная станция. Ну, давайте проверим все равно. Ну, я был прав. Не то, что... Ну, вообще не дает, короче, станция. Вот получается, только от коммуналки идет электроэнергия. От солнца ничего не идет. А вот появилась. Ну-ка. Появляется и... Ну, как бы мы сейчас... Я сейчас покажу, какой у нас расход. Также вот 3,7. Ну вот уже получается 147 вольт, 1 ампер, 131 ватт. Кстати, забыл отметить, у вас время 16:29. Ну, в общем, солнце все зашло, как бы за тучи, за облака, 16:41. Я наблюдал, ждал, пока пропадет полностью. Ну вот, получается, 100% уверен, что уже не дает ничего нам солнце. Так, как я и предполагал, вот время 16:43. Пропала у нас солнечная энергия. 3 киловатта, 700 ватт нагрузка. 0 ампер, 47 ватт. Все. Как бы солнечная энергия нам ничего не дает. Но думаю, что если бы не было облаков, скорее всего, часов до 5 бы мы точно получали энергию. Вот солнышко вообще спряталось. И, в общем, какие выводы можно сделать из этого видео? Первый, лично для меня, это надо увеличивать мощность моей станции. Второе, это надо протереть панели. Они, я заметил, пыльные, когда посмотрел, чуть подошел, чуть ближе. Пыльные. Надо будет протереть и посмотреть, как меняется мощность, если батареи протереть. Но это будет в отдельном видео. И третье, это не верить тем, кто продает солнечные панели, что вот 3 киловатта там в час или там 2 киловатта. Никогда панели, почти никогда, они не работают на полную мощность. Только зимой, когда холодно, ясно, только в этом случае. Ну, это очень короткое время, поэтому рассчитывайте, что делить на 2 мощность или на 1,5. Летом, когда панели горячие, они будут гораздо меньше давать. Но об этом я буду все снимать в отдельном видео. Уже буду показывать по факту. Буду проводить отдельные опыты, там испытания. И все вам показывать, как оно есть на самом деле. По скриптум сегодняшнего дня, сегодняшнего видео, так скажем, 17:55, солнца уже нет. Но сейчас покажу интересную вещь. Солнца нет, но батарею заряжают. Наверное, там малые токи идут на нее, но тем не менее заряд на батарею показывает от солнечных панелей. Там уже солнца почти нет. Ну вот так. Ну-ка, давайте посмотрим, что там он у нас дает. 112 ватт, 0 ампер, 0 ватт. Но тем не менее, что-то идет на батарею.